Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на моем канале. Вот и наступили долгожданные холода. Люди уже 4 дня бегают по льду. А у меня сегодня первый выход на лед. Приехали мы рыбачить на Ротана. Со мной приехал, получается, муж жены сестры. Короче, жены мужа брат. Так, это смех и тесть. Приехали мы недалеко от Челябинска. У меня в прошлом году с этого болотца было видео выложено о ловле ротана. Сейчас попробуем еще раз. Так что смотрите, не переключайтесь. Дальше будет интересней. Все, глубина-то хоть есть? Ну, блядь, сантиметр 30, наверное. Тут лунка была или ты вот засверлил? Вот он, первый красавец. О! Нормально. Второй пошел. Оп. Идем тоже лунку бомбанем еще рядышком.
это хороший. Вот такие вот слоники бывают, клюют. Отдай. Отдай. Так, в этой лунке дальше тишина. Ну, вот такие вот крокодильчики. Вот такой вот трофей. Пока. Козявка. Ну и такие клюют. Чё? Как успехи? Ну, сколько он? 3, 4, 5 штук. А один сейчас сошел. Такой вот. Сука, прям в лунке. Пасть открыл, развернулся, будь. Ясно. И пошел, блядь. Я тоже крупного вытащил. Да нет, нет, проклевывает. Не активно, как говорится, не бодро, но все равно. Пойдем до деда дойдем. Че, как дела? Ну, поклевки идут, блядь. Я сильно большую сделал это, а они срывают. Поклевок много стало. Вот. Поклевок много стало, только это я сейчас уменьшил. Вот, видишь, сало. У меня такое здоровое было, они кидаются на него и утаскивают. Ну, А вытащить не могу. А сейчас вот взял, уменьшил. У тебя как? да так, средней паршивости. Что-то ни 2, ни 1,5. Поклевки есть, но не сильно активные. Да? А у Юры что? Да тоже так, штук 5 вытащил. Вытащил? Но. Вы не на сало вы? Не, я на курицу. У меня на сало, я на сало, все поймал на сало. М. Эту курицу толкал, а потом сало, когда за это сразу вот здоровый-то. М. Ясно. Ну, видишь, расклевывается потихонечку. Что, ты штук с десяток-то уже поймал? Где-то около. Ну, я где-то так же.
ты, боже мой. Ну так вот кучку потихоньку складываем. Кровь, кровь. Пробил его, еле это, мормышку вытащил. Он так жадно вылетел, хапнул, блин. Прозевал. Ну да. Не знаю, что записалось. Ребята, камера замерзает. Поэтому что она там пишет, что не пишет, к сожалению, не знаю. Только собрался уйти. Пойдем прогуляемся. Потихоньку мелочевку душишь? Ну, ясно. набегаем по дорогу 2-3. Ну, опять тишина. Тишина, там сажусь, блядь. Пару, сука, пустых, блядь, одного достаю. Там потому что трава более часто, видать. Там много пустых поклевок. Мелкий. Да, блядь, я бы не сказал, потому что лунки сходят нормально. И одного, блин, раз 5. Такой хорошенький. А к лунке подводишь, он рот открыл. Нету. Вот там тоже, блядь. Штук 5 таких поклевок. Вот именно, что, блин, это. К лунке подводишь, все, ушел. Я ему уже кусок курицы поменьше поставил. Маленький кусочек совсем поставил, блин. Вот такая вот мелюзга вообще задолбала, блин.
И пойдем узнаем у деда, как дела обстоят. Чего, дед, как успехи? Поклевывает понемножку. Ну, чуть-чуть. Крупные еще были? А, нет, тоже один. Ну. Так. А? Да ничего, посмотрел. Блин, это вообще кошмар. Мелочь. Совсем. Наверное. У меня друган вчера ездил, блядь, 15 килограмм нахерачил. Все может быть. Погода-то меняется. Ну, да я, блядь, телефон забыл, блядь. Как бы позвонил, спросил, в какой стороне хоть он рыбачит. Он-то пиздеть не будет, браконьер еще тот нахуй. Ну, вчера, говорит, блядь, заебись было. А до этого ездил, говорит, хуйня, килограмм 5 поймал. И мелочь, блядь, и крупные, так, изредка просто. Но крупные очень редко. Ну, я говорю, погода, что ли, блядь. Есть он вообще, блин, смех и слезы, а не ротан. Наверное, из-за погоды, из-за смены погоды. Да они что-то по интернету-то обещали вообще до 0 нахуй погода, блядь. Да нет, я смотрел еще неделю назад, -8 было на день. Ну вот мы смотрели, блядь. Ну, блядь, на день. На ночь не сказал. На окуня уже пора ехать. Ну да. На хуй это, блядь. Вишня. Да мы хотели туда, вот, за русскую Керчь ехать, блядь, далеко, но. Пацаны, блядь, мне ночью на работу, поспать надо, блядь. Туда хуй, блядь. 1,5 часа ехать. Ну да. Он говорит, езжайте сюда.
Покровку. Он сюда, блядь, через день, да каждый день ездит. Вот сегодня не поехал. Поеду, говорит, завтра. Сегодня даже, говорит, приеду в гости. Наверное, завтра с ним еще съезжу, блядь. Пацан-то, блядь, завтра телевизор, говорит, должны привезти, нахуй. Если не поеду. Я говорю, ну сиди дома. Позвонил вечером браконьеру, блядь. Завтра поеду с ним. Только на своей машине поеду. Им ездить это Он сидит до позеленения. Уже, говорит, темнеть начинает, на. Только домой собираться. У кого как. Ну я говорю, у него терпение это делать. Сутки, блядь, сидеть может. Еще витрина какой-то нехорошая. Ну. Вроде утром тише было. Да утром ветра почти не было. Ну, я говорю, так. Да и клев повеселее был, чем сейчас. А так что-то совсем, блядь. Там одну лунку нашел, блядь, десятка полтора вытащил с него, блядь. И все, уже тихо. А на стоячку ставишь, блядь, во, из вишня вот такая дрочная. Ну. Да я пробовал насадку помельче, вон оно, блин. Мелкая насадка, так вон. Да я пробовал их тоже, мелкую, блядь, и крупную, блядь. Не знаешь, что пробовал. А те вон туда дальше прошли, я смотрю. Да тоже что-то ходит. Ну да. Ну вот последний-то приехал. Ну. Они туда дальше прошли. Восемь. 28 штук, нахуй. Не очень-то улов. Клев непонятный. Из-за погоды, из-за чего, но не клюет. Надо куда-то двигаться. Все, клев отрезало, блин. По одному подойдет, тыкнется, ну мелочь сюда. Я потому что лежал, смотрел, блядь, они вот такие вот подходят. Куснут и в сторону уходят, больше им не надо. Затёк.
Перемена погоды, то ли фиг его знает, то ли чё, блин. Настроение у него сегодня не то. Но Просто-напросто. поискать, где он может быть. Да он везде может быть. Мне кажется, по камышам так стоит. Надо буриться около каждого камыша. Ну, Там, наверное. Нет. То есть самый продуктивный вот эту. да у меня вон тоже 2 лунки более-менее так это. Здесь-то и на ту лунку. Поменьше. Бум-бум-бум-бум. Где он, собака, лазит? Пойдем до деда дойдем. Поспрашам, может туда за тот камыш идти. Алло. Ясно. Чё, дед? Как результат? Да, Ни о чем, да? ну, мужик тоже пришел. Тоже, говорит, вчера вроде ловили. Ну, он тоже подошел. Что вчера, типа, сосед был, 15 килограмм поймал. Вот, и мне. А сегодня что-то не фонтан. Поклевок толком нет. Алло. Ну так. Что-то вроде бы и клюет, и не клюет одновременно. Юра, что там? Ну, Юра у нас сегодня в отстающих. Да? Ну, ты, наверное, в лидерах. У меня 3. Не, я меньше поймал. Я штук 20, ты чё? Какие лидеры? Ты больше всех поймал? А, вот так вот. Да. Ну, Я 3 десятка ни в коем случае нет. ну, у Юры тоже нет. Ну, Может, пообедаем? Пику побьем? как хочешь. Давайте все вместе. Ну, давай. Сейчас. Да. Рассчитаем его улов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И тут сколько? И так, и там 2. Ну, 17, 22 и 24. ну. Я лесной. Дед, значит, дед врет, блин. И в него надо пересчитывать нафиг. У него надо все пересчитывать. Дед предлагает перекусить. Типа собраться все вместе да перекусить. Ну, хозяйственно. Там бабуля ему бутербродов наложила. На всех. 21. Деда в полном этом получится хорошо. Деду, да. Да пускай, зато хоть это... Честно, делает. Они хоть беляшей настряпают нафиг. В тот раз, если мы ездили, так, ну, прилично. И дед поймал, и мы с Игорем тогда нам на котлеты хватило. Ну не, видишь. Ну, правда, весь вечер Игорь чистил, блядь, конечно. Ну, так это понятно. Не, видишь,
В прошлом году я дважды выезжал. Один раз, получается, наловил, деду с бабулей отдал. Дед же не ездил на рыбалку. Я поймал, привез им 170 штук. Второй раз поехал, я, блин, приволок больше 200. То ли 218, то ли 228, ну что-то такое. Ну тоже нормально, блин. Так, дед, мы тебя облавливать идем. Вон, Где у тебя закидывай. рыба Закидывай там. клюет. Он, видишь, всю рыбу собрал, спрятал. Сало, будьте. Ну если сало это сало, тогда Сало. можно. А. Сало это сало. Я вас ловить буду на сало. Я не знаю, будет ли вас, да? Не знаю. А здесь мужик все домой тогда пошел. Да. Я не понял. Ну или на другое болото поехал. Ну что ты, да? Не понравилось. Юра, наливай. Наливай, да пей. Наливай, да пей. Что там наливай? А что, белой-то кружки нет? Что ли? Нету. Кончилась она. Обманывай. Ну обманывает. Вот так. Ну, Сейчас попробуем на колбасу варить. да хоть на что, лишь бы клевал. Может, расклеился. Я думал, вообще его здесь нет. Я вот эти столунки прошел, ни одной поклевки. Ёп, Мгм. вот это да. Потом здесь прострелил там. Смотрю, только опустил, думаю, ну, дай-ка я лучше на сало попробую. Только опустил его на этот, как хопнул, я ёб твою мать. А я там тоже дальше в лунку просверлил. Пришел первым, только опустил. Лобысь, блядь. Крокодил. И больше нет. Вот здесь за ней ловили. Ей звонит Ваське. Дима, хуярим, говорит, килограммовок нахуй. Мы приезжаем, блядь. Там потыкались, я говорю, маленького увидел, все. Нихуя нету нахуй. Ну, мы в позапрошлом году здесь тоже, в принципе, нормально. Это еще видяшки не снимала, получается, это 3 штуки на полкилограмма. Там это реально на полкилограмма. У него и так харя, блин, здоровый, он в лунку не лезет, нафиг. 130-ю. Хорошая харя. Пару штук было, блин. Его подтаскиваешь к лунке, он расшиперился, об лунку стукнулся, рот открыл, блин, и ушел. Даже дерево он распустил. Угу. Здесь раньше эти вояки стреляли. Почему не воинские позвали их? Эти ракетные части. Они здесь стреляли. Это их место было бы. Как-то воинская часть всегда говорили. Я думал, воинская часть имеет, значит, с той стороны, блядь. Туда, Ну, за я пролобку помню, и думаю, направо, пошел на. же. Да, Там конечно. ракетная часть стояла-то. Я думаю, блядь, туда ездят. Думаю, как они там она. Потом приезжаем сюда, я говорю, не понял.
Что за вонь скачали? Здесь, говорит, стреляли. Здесь вот эти стояли. Ну. А он где? Я-то думал, что там воинская часть, думаю, хрена себе. Воинская часть, болото есть. Не та воинская часть. Так и сало не попробовал. Сало. Сало за сало. Сало как сало, что его пробовать там? А ты его не порезал, блин. Вон ножик. Вон ножик, вон ножик. Юра, пейте ее пока горячий. Он остыл. Резал? Я специально ножик насадил. Это Вероникин ножик. Она его такая. Я не хочу. Это брауншвейгская. Вчера купили. Жирная. Как? Жирная, говорит. Не знаю. Ух ты. Обижать не хотела. Брауншвейгская. На червя насадил. Он сколько его, сколько сболталось, он его отъел, а это нахуй не стал даже, чтобы не знаешь, сколько. Что, жуется? Или Да. так глотает? Так глотаю. Не жуется? Сало соленое с чесноком. Что, ешь еще? Нет, Доедайте, что? я все. Что, дед, костюм теплый? Да. О, хорошую ты эту дал. Я ветер-то он дует, ни хрена. Это все хорошо. Колбаску-то ешь еще? Да не хочу. Спасибо. Даже кусок сала возьму, попробую на него порыбачить. На сало? На сало. Попробуй. Юра, ты на сало не будешь пробовать? Я уже пробовал. Они сказали, вообще даже с таким не подходи, говорит, к нам. Курицу насадил, хуяк, поклевки пошли. Знаешь, Там мясные одни едят, они сало не едят. да. У тебя в этом краю сало любят, там нет.
А курицу не хотят здесь. Ну. Пойдем туда, попробуем там. Ну. Ох, вот такая вот рыбалка. Ходите, ищите. Но Ротан сегодня бастует. Как бы там ни было, но в 3 руки, в 3 удочки в конечном итоге пенсионерам наловим на котлеты. Давно здесь висит. Падла. Да никого не видно. Кусок-то тоже кто-то развернул, блин. Кто-то его пытается дербанить нафиг. Ты же видел, где он лежал? Он лежал вот тут. Сейчас он лежит вот тут. И я до этого заглядывал. Он лежал на боку, сейчас стоит вот так. Перевернутый. Таскали. Кто-то его таскает. Есть он, если ебало открыл и облет стукнулся, у меня лунка вот такая вот на. То есть ебало-то нормально. Ну. Опа. Отдай. Вот такая вот рыбалка. Один штук с лунки вытаскиваешь, и то не с каждой. Лунку можно оставлять в покое. Вот такой вот неуверенный клев ротана. На игру их клевать вообще не хочет. Клюет только на стоячую. Но после подыгрывания. Тремя штучками. 3 штучками выудил.
Те лунки вообще замолчали. Вообще ноль эмоций, блядь, и водил, и так как там. Когда пришел, маленько поиграл, поставил хуяк поплёв. Вот 4 штучки подряд выдернул. И все, и тоже тишина. Тоже тишина, выловил всех. Такое ощущение, что он вообще не ходит. Ну, А сверлишь, он разбегается. Что я новую лунку просверлил, вообще ни одного тычка в новой лунке. В старых нет-нет, подойдешь, да вроде бы что-то. Ну, блин, один раз в полчаса это тоже, блин, уже нифига не интересно. понятно. Игорь, не в том году, получается, позатон ехали, блядь, там. Сперва-то тоже наплевал, не потом раз, подлёвся, раз, ебать. А потом тыгаешь по лунке, туда-сюда, на каждый сразу поклёв. Ему так понравилось, блядь. Говорю, так мелочь-то что, блядь, пойдет, блядь, приготовь. Потом, как с Дмитрием сели чистить они. Я-то не чищу рыбу. Тебе везет. Они чистят рыбу на... Ёлки-палки, нахрена я столько наловил, это мелочи, блядь. Я говорю, я тебе говорил, говорю, не бери ее. А азарт пошел. Ой, ёлки, поклёвки. Даже мелочь. Ну, мелочи все, ну приятно. Ну не, когда клюет, оно, тем более ротан, блин, рыба такая, что с одной стороны и мелочь нафиг. Пойдет, да? Видишь, я же говорю, мелочь нафиг, я даже у нее чешую не чищу. Крупных-то чешуи очищаешь, а мелочь она помыл, главное, хорошо, блин, и через мясорубку потом на котлеты, блин, и чешуя у него мягкая, не жесткая. Вот на котлеты. Фигари они чистили. Я потом на мясорубку смолол. Котлеты забуденили. Ну да, нормально поймали. Ну, Под говорю, вечер вот так вот. Раз чайной ложки пошло, это самое. А с утра-то вообще хорошо туда клевало. видишь, сегодня с утра-то тоже получше поклевало, а потом-то все равно основное все поймано, блин, до 12. После 12 уже можно собираться нафиг. Насколько на ротана ездил все время с утра. То есть приезжаешь вот к 9 нафиг, до 12 половил, собрался, поехал. Сходим сейчас до деда, посмотрим его результаты. Вот такая вот неспешная рыбалка на ротана получилась. Обычно активная, сейчас рыбалка пассивная. Че, дед, ты нас догнал? Я не понял. Нечего догонять. Нечем догонять. Ясно. Две этих оборвал. Потерял. Зацепился или крупный? Ну, поклев, из поклевок оборвал. С поклевок оборвал. Ну нет, здесь есть крупный ротан. У меня вон там было, блин, что. И Юрка говорит, морда в лунку не влезла. О, а ты говоришь, худо-бедно, но потихонечку-то. Вот вы поели. Короче, я вот такого поймал. Поклевки 3 было, да, ни одну не взял. И 2 пали в лунку, блядь. Вот он выскакивает и падает в лунку. Ну, у меня было вон, я к лунке подтаскиваю, а в лунку не выходит, пасть открывает, отцепляется в лунке прям. Причем один хороший, крупный был. Такой это, серьезно. Вытащить не смог. Че, часов до 3? Ну, как скажете, я пойду. Как скажете, собирайся, я пойду. Всё.
Понятно? Угу. Что-то мучает? Мучает. Ну давай, дед, гиганта, чтобы в лунку не пролез. Эть, мимо. Тоже на курицу начал. Ну, вот первый, это вот первый на кур. Ну, на те не стало ловить. И все. Все, кто на пузыри пускает. Я знаю, кто там пузыри пускает. Я уйду. Ну. Вот такая вот рыбалочка у нас получилась. Вот так вот клевал ротан. Не очень сильно, не очень вяло, но, грубо говоря, на троих суммарно мы поймали 100 штук. По весу это где-то в районе 5 килограмм живого ротана. Рыбалка была вполне приличной. Вот так вот открыли первый лед 21 года. Вот так вот у нас получилось. Так что, кто досмотрел до конца, тот молодец. Ставим пальцы вверх или вниз. Оцениваем наше видео, результат нашей рыбалки. Не забываем подписываться на канал. Дальше будут еще видео выходить. Так что, чтобы быть в курсе, нажимаем на колокольчик. Будут обязательно извещения, что у нас вышла вот такая вот прекрасная рыбалка. Хотя погода на дворе была минус 16, в принципе и не сильно холодно, но временами поднимался достаточно сильный ветер и дуло довольно-таки не слабо. Поэтому на рыбалку одевайтесь хорошо, тепло, следите за здоровьем. Всего доброго, всем удачи!